Всем привет, дорогие друзья! У нас наконец-то пришло лето. Я надеюсь, что надолго на этот раз, потому что холод уже надоел. И сейчас у нас примерно 70 градусов по Фаренгейту. Вот. И поэтому я вышла вновь на улицу, чтобы записывать вам видео, потому что дома мне не нравится снимать, дома темно. И вообще дома душно, и давайте выходить на улицу и гулять. И сегодня я решила записать очень смешное видео для вас, так как с недавних времен я начинаю понимать, что в целом люди вообще по всему миру, они одинаковые. Неважно, в какой стране вы родились, неважно, в каком социуме вы выросли, все равно какие-то вот такие вещи есть общие в нас с вами, что каждый из вас может спокойно назвать себя русским человеком, если у вас есть хотя бы что-то одно из того, что я сегодня назову, что мы, русские люди, любим делать. Итак, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я буду называть несколько таких особенностей русских людей, по крайней мере, из того окружения, которое есть у меня. Я буду называть и о своих каких-то странностях, и о странностях, и особенностях моих друзей, родственников, в общем. Во-первых, русские люди сейчас узнают себя, если у вас дома на кухне есть пакет с пакетами. Мне кажется, это только русские люди знают о существовании пакета с пакетами. Эта традиция берет свое начало еще с 90-х годов и даже раньше, когда пакеты были дефицитом в стране. И наши мамы, наши бабушки, они стирали эти пакеты и использовали их по нескольку раз. То есть не обязательно это должны были быть такие красивые пакеты, знаете. Это вообще был просто дикий дефицит. Даже обычные пакеты целлофановые все равно стирали и использовали по нескольку раз. И сейчас уже, когда такой необходимости нет, у нас все равно осталась вот это вот, знаете, такая вот вещь, когда ты как бы привык это делать, но сейчас это делать не нужно, но ты все равно это делаешь. Неизвестно зачем, но да. И сейчас, мне кажется, у каждого русского человека в доме есть пакет вот с кучей маленьких пакетов на разные случаи жизни. Возможно, даже вы никогда больше не будете ими пользоваться, но они есть, собственно, да. Также еще одна из особенностей – это мыть банки стеклянные и складировать их где-нибудь. В ящиках там кухонных, либо относить их куда-нибудь в подвал, либо в погреб, потому что в России очень популярно консервирование. И если вы собираетесь что-то консервировать, то вам нужно будет очень много банок. И неважно, какие там будут банки, главное, чтобы они были хорошими, чистыми, не битыми. Вот. И главное, чтобы их было много. Поэтому наши мамы и бабушки, наверное, привили нам вот это вот постоянное желание вымыть банку и поставить ее в погреб. Даже здесь, когда я переехала сюда, в Америку, я все равно по привычке первое время эти банки мыла и складировала куда-то. Потом это нашел мой муж и сказал: зачем ты это делаешь, мы не будем ничего консервировать. Что ты вообще делаешь, нормально? Так я думаю, блин, а ведь и правда, я просто это делаю бессознательно. Вообще беру и складирую их, мою, потому что я так привыкла. Еще одна особенность русских людей – это всегда забирать с собой еду, неважно, либо это чья-то свадьба была, если была, например, свадьба родственников и осталась какая-то еда со столов, то в конце празднования проходят тетеньки, все мамочки с пакетами, с контейнерами, с банками пустыми, вот, видите, банки тоже пригождаются, и собирают салаты, нарезку из колбасы и сыра, разные там мясо, шашлыки, все, что, в общем, все, что было сделано и что не доели. Там фрукты, овощи, в общем, все. И все это складывается и разносится по домам, либо доедается на второй день свадьбы. Вот. Это очень весело, да. И
Вот у нас постоянно есть такая, знаете, черта у русских людей – доедать всегда. От этого, наверное, как раз-таки очень много проблем у русских женщин, которым уже где-то далеко за 50-60 лет, даже за 40 иногда, когда просто нас приучили наши бабушки доедать все. Но с бабушками понятно, у них они выросли в военное время, и тогда вообще еды было очень мало, ее не хватало, и поэтому ели все абсолютно, знаете, наперед, впрок наедались, чтобы потом чувствовать себя хорошо. Но сейчас, когда у нас столько еды, такое изобилие, и мы все равно доедаем, едим это все откладывается в наших боках, в щеках, И этого не убрать ни у одного русского человека. Всегда нас учили доедать, либо забирать еду из ресторана, или со свадьбы, с дня рождения. Все это разносится, разбирается и доедается. То есть после русского человека, мне кажется, вообще не остается практически никаких вообще продуктов несъеденных. Это если что-то не съелось в холодильнике, какая-нибудь колбаса или еще что-то, это должно было произойти что-то грандиозное, знаете, и собирается семейный совет, и все говорят, как так получилось, почему мы не съели эту колбасу. Также русские люди безумно, просто всем сердцем обожают кошек. Я не знаю ни одной страны в мире, так, меня солнце вывезло, я сейчас, наверное, уйду отсюда. Ни в одной стране в мире никто не держит так много кошек, никто их так не любит, как в России. В России иметь кошку в квартире или в доме, это, знаете, как я не знаю, как таракана. Потому что это животное, которое просто по умолчанию должно жить у тебя в доме. Это животное, то есть кошка, она очень ласковая зачастую, она жрет мышей, потому что в частных домах в России, и не только даже в домах, еще и в квартирах, это очень частое явление, когда дома живут мыши. Я не знаю, почему это так завелось, даже если вы ничего не оставляете, они все равно прибегают, видимо, потому что холодно, и они прячутся в домах. Потому что зимой это мороз у нас, да. И иметь кошку это очень круто, это у каждого она есть, и если у тебя нет никакого домашнего животного, например, если у тебя нет собаки, тебя понимают, потому что собака, она очень много ест, ее надо выгуливать, и с ней надо заниматься, а если у тебя нет кошки, то чувак, с тобой все в порядке, все нормально. Следующее, значит, если вы редко летаете на самолетах, то вы русский человек. И для вас это такое огромное событие. Для вас это просто что-то вообще с чем-то. Если, например, здесь, когда я прилетела в Штаты, то здесь полететь на самолете, это так, знаете, вообще, да, фигня какая-то, знаете. Все летают, как на автобус у нас есть. У нас, например, да, автобусы. На автобус это очень часто мы пользуемся их услугами. А что касается самолета, то для нас это целое событие. По крайней мере, для тех, кто не живет в Москве, в мегаполисах. То есть, потому что у нас авиабилеты стоят очень дорого. Просто иногда неподъемных денег. Особенно летом на юг наш, в Сочи куда-нибудь туда Даже на поезд иногда цена такая, ее заламывают просто капец, да. Русские люди не привыкли так часто летать на самолетах. И еще, да, что я сейчас вам скажу интересное, что когда вы будете лететь в Россию на самолете, и вы должны быть готовы к тому, что когда самолет приземляется в русском аэропорту, то все пассажиры начинают хлопать. Поэтому не удивляйтесь, если так происходит. Почувствуйте себя русским и начните хлопать вместе с ними. Так мы, русские люди, благодарим пилота за то, что мы вообще сели. Такое это для нас событие, что даже то, что мы приземлились, это уже хорошо. И еще, вы также можете считать себя русским человеком, если вы хотя бы раз ездили в нашем прекрасном плацкарте. Если вы знаете, что такое завернуть с собой в фольгу курочку, гриль, если вы знаете, что такое сварить пяток яичек,
Если вы знаете, что такое помыть помидоры, огурчиков и все это вкусно и вкусно кушать в плацкартном вагоне, запивая заваренным дошираком, то есть такой, знаете, лапшой быстрого приготовления. Вот здесь она очень часто продается в японских и китайских супермаркетах. Вот если вы все это знаете, если вы по запаху можете отличить куриный доширак от говяжьего, то вы настоящий русский человек. Ну и еще одна особенность, касающаяся наших поездов. Если дверью хлопают и прохода нету, значит боковушечка возле туалета. Это место проклято, передайте всем. Не берите в кассах место 37. Если вы знаете, что такое 37-е место в плацкартном вагоне, то вы настоящий русский человек. Итак, друзья, это, наверное, были такие все особенности, которые я смогла очень быстро вспомнить. Поэтому, если меня смотрят сейчас русские люди, если вы еще что-то вспомнили, напишите, пожалуйста, в комментариях. И я буду просто счастлива вспомнить это, почитать и понять, что да, это так и есть. Если вы иностранец, я надеюсь, что вы нашли у себя хотя бы парочку признаков того, что вы русский человек. Давайте любить друг друга, уважать и наслаждаться прекрасной погодой, которая сейчас пришла наконец-таки в Сиэтл. Вот. Я вас всех целую, всех вас люблю. И до новых встреч. Пока-пока.